Всем привет! В этом видео приготовим идеальную соленую карамель. Если вам интересно, смотрите дальше. Для приготовления нам понадобится сахар, сироп глюкозы, жирные сливки, сливочное масло и соль по желанию. Налейте в сотейник сироп глюкозы, добавьте сахар. Сироп глюкозы мы добавляем для того, чтобы карамель не засахарилась в процессе приготовления. Сотейник выбираем с толстым дном. И диаметр сотейника должен быть немного больше, чем диаметр конфорки, чтобы стенки сотейника меньше нагревались. Так легче избежать ошибки при приготовлении карамели. Второй сотейник наливаем жирные сливки. Сливки надо подогреть горячие, тогда, когда карамель уже будет нужного нам цвета и температуры. Когда варится карамель, обычно советуют сахарную массу не мешать, чтобы не образовались кристаллики сахара. Но если видим, что в каком-то месте сахар уже слишком темный, а в других местах еще не расплавился, то можем немного мешать, но для того используем деревянную ложку, деревянную лопатку. Карамель варим до нужного цвета, до нужной температуры. Диапазон температуры 130-150 градусов. Это зависит от того, какую карамель хотим приготовить, более светлую или более темную. Когда сахар расплавился, достиг нужную температуру и стал очень темного цвета, добавляем горячие сливки. Чтобы не обжечься с паром горячим, одеваем перчатки и порциями наливаем сливки и перемешиваем. Когда влили все сливки, поварите еще карамельную массу до однородности или примерно до 130 градусов. Это будет 1-2 минуты. Снимите с плиты и дайте массе остыть примерно до 80-90 градусов. Чтобы быстрее масса остыла, можем перелить в другую емкость. Потом добавляем сливочное масло, перемешиваем до однородности. Я все перебила блендером, чтобы более быстрее все объединилось. По желанию можем добавить крупную соль. Соль карамели даст более яркий выраженный вкус. Ну, конечно, если вы не любите соленую карамель, то соль можно не добавлять. Вот и наша карамель готова. Гладкая, эластичная, блестящая, слегка тягучая. Пока она теплая, она довольно жидкая, но после остывания она станет более густая. Я карамель поделила пополам. В одну часть я добавила набухший растопленный желатин. Мы уже видим, как карамель визуально немного поменялась. Она стала более глянцевая, чем без желатина. Так же само переливаю в емкость, покрываю пищевой пленкой и оба карамели храню до 2-го дня. На 2-й день можем посмотреть, как карамель застыла. Такой структуры карамель хорошо подойдет для начинки в тортах, для различных начинок в десертах, пирожных. Можем сравнить, как выглядит карамель с желатином и без желатина. Вот в квадратной тарелочке у меня без желатина, а в круглой тарелочке с желатином. Без желатина она более матовая, более
твердая. Желантином она более такая глянцевая, блестящая и немного такая как жидковатая, если сравнить обе эти вида. Структура просто шикарная. Если нам надо карамель наполнить в десерты, то можем немного подогреть, чтобы более удобней, равномерным слоем можно было добавить в слой пирожных или тортов. Такая тягучая, в то же время довольно густая. Вот видите, одна более матовая, вторая более глянцевая. С одной стороны желантин придает стабильность, но в то же время немного меняет эту структуру. Оба варианта подойдет для начинки тортов, пирожных. Также само на этой карамели можно готовить муссовые торты, муссовые пирожные. Или использовать карамель для начинки в шоколадных конфетах. Такая карамель в плотно закрытой баночке может храниться в холодильнике примерно полгода. В квадратной тарелочке без желантина, в круглой тарелочке с желантином. С желантином она более такая мягкая. Она стекает с такой тонкой ниточкой, а та карамель, которая без желантина, она стекает с такими как накоплениями, накопляется и потом стекает. К примеру, можем наполнить вафли с этой карамелью, и карамель очень хорошо держится, не вытекает, и структура, и вкус просто шикарный. Советую вам попробовать и убедиться, насколько это классный рецепт. Если вам понравился видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте. Всем пока!